Всем доброе утро. У нас следующий... Нет, какой следующий день? У нас новый влог. Что-то я уже совсем запуталась. Мы сейчас с Даней едем в садик. У нас время 8 с чем-то, там, почти 9 часов. И, да, потом у меня планы. Планы, так скажем, те, которые я не очень люблю. Мне надо сдать машину. В ремонт. Ну как в ремонт? Сначала, чтобы ее посмотрели, вообще нашли проблему. Я уже как-то рассказывала, что у меня там под капотом, в капоте, как правильно сказать, что там что-то стучит. И мама мне такие прогнозы ставила, что типа это там какая-то шаровая. Что за шаровая, вообще без понятия. Но звучит это, конечно, не очень хорошо, и она это с таким лицом говорила. В общем, да, надеюсь, что ничего серьезного и ничего такого дорогого там не будет, потому что у меня сейчас вообще не те возможности, чтобы заниматься такими делами. У нас сейчас куча дней рождений. У мамы было, у дяди было. Сейчас на следующей неделе у меня день рождения, потом у дочери день рождения, ей исполняется 18 лет. На 18 лет, я вам уже говорила, я хочу ей права сделать, как подарком, да. И, в общем, планов очень-очень много. Все связано с финансами. Да. В общем, я надеюсь, что ничего серьезного. Я у мамы. Тут у нас завтрак, жареная рыбка, яичко, помидорка, кусочек хлеба. Не знаю, еще нужен он мне или нет. Ой, ребята, чувствую я, что все плохо. Там мне нужно все тормоза менять полностью со всех сторон. Потом мне нужно еще какие-то там солевые или кто, я не знаю, тоже со всех сторон менять. Короче, я не знаю, это жесть. Он говорит, что шаровые тоже на подходе. Короче, я влипла, походу, очень-очень сильно. Сейчас приехала в магазин ДМ. Нужно кое-что взять, так, по мелочи, там шампунь, всякое такое. Зашла за шампунем. В итоге у меня целая сумка. Жесть, как обычно. Я дома. Забрала заодно... Ну как заодно? Заодно, говорю. Забрала Даню из детского сада. Что взяла в ДМе? В ДМе туалетная бумага. Ватные диски. Здесь всякие женские причиндалики. Очень хорошо для моих волос, особенно что касается моей перхоти, вот этой все проблемы. Вот этот вот шампунь от Size, он стоит, правда, 5 евро, 4,95, по-моему, или что-то такое. Но он очень хороший, он 4 в одном. Он и как маска, и, в общем, классная штука, мне очень нравится. Да? Какая большая! 2 дезодоранта. Также мне понравился вот этот крем для душа. Он с пилингом, он очень вкусно пахнет, отдав именно с макадамия орех и рисовое молочко. Он пахнет обалденно, для кожи очень приятный, мне тоже понравилось. Тоже вот эта баночка, по-моему, 5 евро стоит, 4 с копейками.
Для Дани нашла вот такую вот, типа, купаться, чтобы, как душ-гель вроде как, но он и такой, знаете, как в руках такое вот, типа, скользкое что-то, не знаю, посмотрим. Блин, забыла оставить, взяла две вот такие вот маленькие тоненькие пачечки мокрых салфеток для рук. У меня всегда одна лежит в машине, и одна у меня лежит в сумочке, ну, мало ли, иногда нужно. Для Ильеса я беру вот такой вот дезодорант, тоже очень вкусно пахнет. Нашла что-то новенькое, как дезодорант, только в виде крема. Это типа помазал под мышками и написано, что хватает на 48 часов, 0% алюминия здесь. В общем, не знаю, такая вот баночка, хочу попробовать, может быть, действительно что-то будет путевое. И вот такую вот губную помаду взяла, она мне понравилась по цвету. Я люблю вот такие вот телесно-коричневые цвета, не знаю, как их назвать правильно, и матовые, чтобы были. Вот мне понравилось вот это. Также взяла, ну, нюд такие тона, да. Также взяла вот такую вот помаду. Тоже она мне понравилась. Там были и пробники. Я так на руку себе мазала. Было неплохо. И тоже губная помада, только в виде карандаша. Тоже что-то наподобие цвет. Мне очень понравилось. У меня как-то уже очень-очень давно была губная помада, которая мне очень сильно нравилась. Но ее, к сожалению, больше не выпускают. И с тех пор уже прошло лет 5, наверное. И с тех пор я больше не могу найти помаду, которая мне настолько будет нравиться, как эта помада. Зашли сейчас еще с Даней в русский магазин. Купили такие вот бублики мягкие. Конфеты, батончики, у меня их дети очень сильно любят. Мне очень сильно захотелось сушеной рыбки и вот такие вот сушеные тон, осьминог, кальмар, тон. В общем, тинтенфиш, ну кальмар, короче. Вот, мне очень захотелось. И увидела там грушу. Висит груша, нельзя скушать. Вроде выглядит неплохо. Сегодня порежем, пожуем. И я уже эту тему затрагивала как-то уже давненько затрагивала эту тему, что у меня сильно выпадали волосы. Потом это вроде как-то все стабилизировалось и было, ну как бы выпадали, но не сильно. И сейчас после операции, это, кстати, один из минусов этой операции, что примерно 3-4 месяца после операции у 70-80% начинают выпадать сильно волосы. И я, как же без этого, я, конечно, попадаю в эти цифры. И там, где я заказываю мультивитамины, которые идут после операции, от Bariatric Advantage, да, по-моему, да, Bariatric Advantage. Я у них заказываю мультивитамины, я у них заказывала белок, который я пила перед операцией. И у них также есть специально после бариатрической операции витамины для волос. То есть, чтобы волосы быстрее росли, были более крепкими, чтобы предотвратить вот это выпадение волос. В общем, здесь все витамины, которые для этого нужны. Вот так вот эта пачка выглядит. Здесь 90 таблеток, то есть кур на 3 месяца нужно пропить. И по одной капсуле в день, да, понятное дело. В общем, буду пробовать. Если это действительно поможет, я, ну, как бы буду вас держать в курсе дела, потому что я знаю, что, глядя на меня, пару человек пошли тоже на эту программу похудения, хотят эту операцию делать. Так что учтите, не ждите, пока начнут выпадать волосы, не пожалейте эти 80 евро и возьмите себе такой кур сразу и начинайте лучше пить сразу, чтобы предотвратить эту ситуацию. Я этого не сделала, теперь я об этом очень сильно жалею. Волосы выпадают просто нереально. Я вам сейчас вот здесь вставлю фотографию. Это я проснулась, и утром у меня столько волос было на том месте, где я спала.
То есть это за одну ночь. Я уже молчу про то, сколько выпадает волос. Надо же раздеваться. Хорошо. Сколько выпадает волос за один раз купания. Это вообще, я прям сижу, мне аж плакать иногда хочется. Я смываю шампунь, вот это все, да, и прям вот так клочками вытаскиваются. Это на самом деле очень-очень страшно. Поэтому, да, сейчас начну пить, прям надо прочитать утром, вечером или без разницы. И буду принимать эти витамины. Какой? Что, ручки уже как у старичка? Да. Ну-ка, покажи ручки. Вай, какие ручки уже. На потрогай. На потрогай. Вай. Как у дедушки уже старенького. Как мои руки, да. Как у деда, да. Мама же я буду кататься так. В общем, вот эта штука такая фигня. Я думала, оно там как-то с ним можно сначала поиграться, что-то там в руках потискать. В итоге... Дай на ручку. Тише. В итоге... Смотрите, вот такие колбасятины. Давай ручками делай. Ручками. Фигня какая-то, честное слово. Пока Даня там плавал, думала, сейчас вот я пропылесосила, здесь, по идее, бы еще Басе новый песок засыпать, ну ладно. Думаю, сяду помонтировать видео. И только я такая села, приспособилась, тут такое у меня классное приспособление, как он говорит, я вылазить. Ну что такое? Побежали одеваться. Помонтировала, называется. Вставай. Кто? Пошли давай, а то зопа замерзнет. И что это за грибочек? А, грибочек? Это что тут за грибочек? Да что тут носки такие торчат? Посмотрел мультики. Я помонтировала видео. Все. 8 час только. Рановато, конечно. Смотрите, какой у меня ужин. Хлебушек, сырок, сливочный сыр, лакс, помидорки и томатный сок. И при всех вот этих вот вкусняшках я смотрю Biggest Loser. Классная передача про похудение. В общем, мне очень нравится, интересно. Смотрю ее каждый год. Доброе утро, ребят. Сейчас уже собираемся выходить. Сейчас я быстро свои таблеточки выпью. Ага, выпью, водички нету. Gesundheit. Все? Пока. Доброе утро. И мы сделали тут. Все, побежали? Пошли. Мама, я могу «ес» говорить. Что можешь говорить? «Ес». Привет. Не «ес». Ну, пошли. Ты хочешь что-то рассказать? Нет. Нет? Ну, пошли тогда. Была у домашнего врача. Новости, конечно, не очень. Я такая расстроенная вся. Сейчас расскажу. С чего и как начинать? Воскресенье в это. Мы были в азиатском ресторане. Отмечали день рождения мамы и дяди. И я там поела, как обычно, ничего для меня нового, морепродукты. Я съела 6 маленьких креветок, я съела 1 большую креветку, я съела 1 очень маленького хвостика от него рака, и я съела 3 суши. Запивала я это все апельсиновым соком, разбавленным с водой 50/50, и суши я макала в соевый соус. Все, больше у меня ничего не было, и я ничего не ела, не пила. И тут у меня на лице, на шее, на груди, на спине до лопаток появились вот такие вот пятна. Они горели, они чесались. В общем, это было просто ужасно. И
держались они в таком состоянии, ну, где-то, наверное, 1,5 часа, и все сошло. Было сразу понятно, что это аллергическая реакция, но даже вот те, кто смотрит меня давно, знают, что я очень часто ем морепродукты, я люблю креветки, я люблю суши, я люблю лакс, я все это очень люблю, и да, я пришла к домашнему врачу и говорю ей, что вот, показываю фотографии так и так. Я говорю, надо делать тест. Она говорит, нет, не надо. Я, говорит, и так знаю. Я так сижу на нее, смотрю. Я делала в феврале сонографию, и ультрашаль мне делали. В общем, контроль щитовидки. Так как у меня есть там кнотон, и они его проверяли. Кнотон, кстати, вот это образование, оно чуть-чуть выросло, но ничего такого страшного. Просто через год надо будет еще раз проконтролировать. Но там написано, что у меня аллергическая реакция на все, что связано с йодом. То есть, как мне сейчас объяснила моя врач, что мне можно рыбу и так далее, только которая была выращена в пресной воде, все, что было в соленой воде, мне нельзя, а это значит, что мои любимые продукты, как лакс, креветки и так далее, мне нельзя. Также мне нельзя делать контраст Митель, который мне постоянно делали во время МРТ, так как я постоянно его прохожу раз в полгода, раз в год. Тоже мне теперь нельзя. В общем, обыкновенным йодом мне пользоваться нельзя. В общем, все, что связано с йодом, мне нельзя, у меня на него аллергия. И она мне выписала вот такие вот лекарства, сказала всегда их носить с собой, что если вдруг даже тебе где-то попадется йод и пойдет снова такая реакция, чтобы я пила эти лекарства, и если начнется как такое удушье или еще что-то, что звонить сразу нужно в скорую. В общем, аллергия у меня. И выписала она мне еще физиотерапию, потому что у меня снова мой хондроз начал меня беспокоить. Потом она выписала мне стандартные мои лекарства, которые я пью для желудка. Вот амипрозол, например, урзафальк, это для галя, чтобы там камни не образовывались после операции. Ну, в общем, стандартные мои лекарства. И да, я расстроенная, если честно. Потому что все мои любимые продукты, грубо говоря, у меня теперь отняли. Меня это злит прям, если честно, сейчас мне обидно. Да. Ну ладно, что теперь сделаешь? Так вот складывается иногда. Будем за этим всем теперь наблюдать. Стараться, по крайней мере, нужно учиться заново теперь следить за своими продуктами. А еще, кстати, у меня теперь есть объяснение. У меня в последнее время, особенно, в последний год, наверное, очень часто у меня такие случались моменты. Вот знаете, я думала, что это какие-то вот страх на меня какой-то местами нападает. У меня начинало очень сильно биться сердце. Мне становилось как будто бы страшно. Вот такое, знаете, какое-то вот паническое такое состояние, как тахикардия какая-то. Знаете, вот такое вот ужасное состояние. Мне делалось плохо. И она сказала, что это из-за этого. Я просто реально никогда не связывала, что это может быть у меня из-за еды. А так как я часто ела морепродукты, то поэтому у меня часто, скорее всего, было такое состояние, и мне было плохо. Представляете? Сколько проблем у меня было из-за того, что я не знала, что у меня, оказывается, аллергия. Курочка. Носки мне не рвать. Курочка. Да, носки не трогать. Мась, а чё язык торчит? Мась. Девочка такая красивая, такая мишка кошалапой. Красоточка, старушка. У меня тут примерка леггинсов идет. Первые леггинсы. На спорт же надо в чем-то ходить. Вторые леггинсы. Вот эти, они правда поприятнее на коже. Те прям, говорю, такое ощущение, как будто я, знаешь, эти одела, как они называются, вплавают, в которых вот эти вот
аквалангисты или как они там. А эти прям приятно сидят. Третий вариант. Еле в них залез с горем пополам. Ну, ничего такие. Тоже прикольные. Вот знаете, некоторые у меня спрашивают, зачем ты взяла парковку? Ну вот поэтому и взяла. Кто-то не так припарковался. У нас сейчас дома строго с этим возле дома. Я сижу, монтирую влог. Время уже без 20 час ночи. Я хочу еще ответить на вопросик один. И потом буду уже ложиться спать. Комментарий. Пару вопросов. Почему ты не работаешь? Где твой муж? И почему одна с детьми? Ну, одна с детьми, наверное, потому что я разошлась по каким-то там причинам, которые, в принципе, объяснять очень долго, да, и я думаю, не нужно. И где твой муж? Разошлись. Мне, если честно, одной даже, наверное, комфортнее. Папа Дани, он, наверное, показал мне или дал такую окончательную, подтвердительную точку для меня, что мне одной лучше. Ну, может быть, это когда-то поменяется, но на данный момент я считаю, что мне так комфортнее. Мне одной проще, лучше. И почему я не работаю? На это есть несколько причин. Две такие, так скажем, маленькие и одна такая, которая побольше. Первое – это после того, как у меня закончился декрет, выйти на свою старую работу я не захотела, потому что я работала со стариками в мобильном флеге, и я не хочу туда возвращаться. И не то, что не хочу, я даже не могу туда вернуться. Второе. Все, что я пытаюсь найти, все, что для меня подходящее в плане новой работы, не совпадает по времени с детским садом. Детский сад максимум в 5 я должна ребенка забрать из сада, сад закрывается. Я думаю, что вы все понимаете, что в основном работа минимум до 6, а то до 7, 8, 10 и так далее, да. То есть сложно найти до 5 часов, чтобы я успела быть в детском саду. Ну и самая главная причина – это мое здоровье. Я, в принципе, никогда не рассказывала и пока что еще не хочу рассказывать, какие у меня есть диагнозы. Это еще сейчас, так скажем, находится в таком процессе разъяснения по поводу того, как это вообще будет все выглядеть дальше в плане документальном. То есть диагноз у меня есть, один конкретный. Сейчас еще плюс это аллергия. Ну ладно, фиг с ней, многие люди живут с аллергиями, это не проблема. Но есть один диагноз. Когда-нибудь я, может быть, вам об этом расскажу. Ну, я думаю, когда-нибудь расскажу. Но пока что я хочу разобраться со своей медицинской страховкой, как это вообще дальше будет выглядеть. Была уже комиссия, по которой мне четко расписали пункты, в которых стоит, что мне нельзя. Там очень длинный список. То есть я когда-нибудь обязательно вам все расскажу, объясню. И пока что остановимся на этом. Я думаю, немножко я смогла ответить на эти вопросы. Дальше больше, как говорится. Все, ребятки, я буду с вами на этом прощаться. Спасибо всем за просмотр. Обязательно подписываемся, комментируем, задаем вопросики, ставим лайки. И все. Всем пока-пока.